Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя. Друзья, мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня, друзья, у нас с вами 13 марта, сегодня у нас с вами среда. Забегая наперед, хочется сказать, что сегодня, к сожалению, несчастливый день. Энергетика числа 13 все-таки будет оказывать неблагоприятное влияние на нашу жизнь, поэтому обязательно в этот день обязательно проведите одну простую практику. Бросьте щепоточку соли на пол и скажите определенные магические слова, которые уберут любой негатив и наоборот помогут вам на протяжении всего дня. Также, друзья, прямо сейчас в комментариях к этому видео пропишите следующие волшебные слова. Эти слова помогут вам сегодня на протяжении всего дня. И звучат они следующим образом. Сегодня я, называйте ваше имя, прямо пишите, открывая свое сердце для положительных перемен. Я благословлена, я защищена. Этот день принесет мне успех и процветание. С любовью и благодарностью я иду вперед к своим целям. Именно эти слова помогут вам сегодня сонастроиться с энергией Вселенной и помочь действительно добиться тех целей, тех задач, которые вы поставили перед собой. Обращаем, что сегодняшнее число считается 13 марта, несет своеобразные энергии, которые будут очень сильно влиять на духовное и на эмоциональное состояние человека. Дело в том, что 13 марта обладает особыми вибрациями и способными для кого-то раскрывать тайны, поддерживать контакт с духовным миром, а кого-то наоборот сегодня будут появляться какие-то новые кармические задачи, которые вам придется решать. Поэтому будьте сегодня терпеливыми, будьте сегодня мудрыми. Если вы видите, что изначально с утра у вас что-то не пошло, не заладилось, у вас что-то не получилось, пожалуйста, не рвите сердце, перенесите лучше уже на другой день. Почему? Потому что вы будете нервничать, вы будете переживать. В конечном итоге это скажется на вашем эмоциональном состоянии, на вашем здоровье, и ни к чему хорошему это не приведет. Помните о том, что если вы видите, что у вас день как-то не задался, у вас как-то что-то не получилось, значит, вам нужно, возможно, разобраться в себе и подумать о том, что, возможно, что-то надо изменить. И помните о том, что вы всегда можете все сделать и все можете изменить, потому что вы сильный человек. И если вы уже пришли на наш канал и вы смотрите, это неспроста, это Вселенная вас подталкивает к тому, чтобы вы начали развиваться, чтобы вы начали изучать и понимать, а почему происходит в моей жизни это так, а что мне нужно сделать, чтобы стать немножечко лучше, чтобы начать лучше зарабатывать, чтобы решить вопросы со здоровьем, с отношениями и так далее, и так далее. Помните о том, что вы обязательно это все сможете сделать. Давайте посмотрим, что же нам сегодня говорит лунный календарь. Итак, друзья, сегодня у нас с вами 13 марта по лунному календарю. Обращаем ваше внимание, что сегодня растущая луна в знаке зодиака Телец, и у нас сегодня с вами 4-е лунные сутки. Как вы знаете, у нас с вами Телец – это знак зодиака, который ассоциируется с Землей, с плодородием, со стабильностью. И растущая луна в этом знаке зодиака приносит нам с собой энергию, которая будет способствовать росту и развитию. Поэтому сегодняшний день достаточно благоприятен для начала новых проектов, особенно для тех, которые связаны с финансами, с материальным благосостоянием, также все, что связано с землей, с тем же сельским хозяйством. Поэтому, если вы любите заниматься овощеводством, растениеводством, возможно, вам стоит смысл поехать на свою дачу. Да, сегодня рабочий день, но, возможно, вы сегодня, например, отдыхаете или у вас сегодня выходной. Кроме того, у нас сегодня 4-е лунные сутки, а это время, когда энергия Луны поддерживает укрепление всего начатого, помогает нам фокусироваться на целях и повышает эффективность наших усилий. Поэтому тому, как растущая Луна приобретает свою силу, наши усилия также могут достигать нового уровня и развиваться.
Сегодняшний день, 13 марта, благоприятен для деятельности, которая связана с финансами, с бизнесом, с материальным благосостоянием. Энергия знака зодиака Телец способствует земным достижениям, поэтому этот день может быть отличным временем для вложения, для планирования и осуществления финансовых стратегий. Но, девочки и мальчики, не забывайте про 13 число, потому что у некоторых людей 13 число – это прямо кармическое число, когда у людей происходят не очень хорошие события. Для других 13 число – это очень перспективный день, когда люди могут открывать свой бизнес, вкладывать деньги, могут заниматься какими-то важными делами, и все в их жизни достаточно прекрасно и чудесно получается. Поэтому посмотрите, как именно у вас, потому что у каждого человека, конечно же, нужно составлять индивидуальный гороскоп, смотреть натальную карту и тогда уже разбираться. Поэтому очень часто бывает так, вы нам в комментариях пишете: а почему у меня 13 числа вы сказали вот так вот, а у меня получилось совсем все по-другому. Помните о том еще раз, что, девочки и мальчики, у каждого человека он состоит из определенной энергии, из определенной вибрации, поэтому вы должны разбираться в себе. Вот мы даем определенные общие рекомендации, на что вам стоит обратить внимание, и где правильно делать, провести практику для того, чтобы вам помочь. Но вы должны еще научиться чувствовать свое тело, чувствовать свое внутреннее состояние. Кроме того, сегодня у некоторых людей появляется такое нежелание рисковать и идти вперед. Поэтому очень важно, чтобы вы не замедлялись на тех проектах, на тех решениях, которые где-то вы остановились, и, возможно, вы не знаете, как поступить. Помните о том, что все зависит в первую очередь от вас. Научитесь сегодня планировать с умом. То есть, если вы не планируете сегодня заниматься чем-то кардинальным, важным, ввиду того, что для вас день все-таки сложный, середина недели, то в таком случае займитесь разработкой именно планов на свое будущее. Также сегодня, как мы уже сказали ранее, сегодняшний день хорошо фокусироваться на финансах, на все то, что связано с деньгами, с инвестициями, и это очень важно. Также очень важно, чтобы вы именно в этот день, 13 марта, приспосабливались к изменениям и проявляли гибкость. Конечно же, это все должно быть замотивировано с мудростью, с терпением. И в конце дня очень важно, чтобы вы поблагодарили Вселенную, поблагодарили высшие силы за те блага, которые есть в вашей жизни. И также вы просили то, что вам действительно важно и нужно. Что же касательно лунного календаря здоровья, то обращаем ваше внимание, что Телец, как земной знак зодиака, так этот Телец отвечает нам с вами за стабильность. Он приносит с собой энергию, которая будет способствовать укреплению вашего физического здоровья. И в сегодняшний день, 13 марта, нашему организму легко будет адаптироваться к каким-то физическим нагрузкам, а также повышается устойчивость к стрессам и к негативным воздействием. Кроме того, растущая Луна у нас с вами символизирует и возрастание энергии, а это благоприятствует процессам роста, восстановления. Также, как мы уже сказали ранее, это период отлично подходит для начала новых занятий, для того, чтобы менять свои какие-то привычки и вовлекаться в что-то новое для себя. Возможно, ранее вам говорили об этом, но вы не акцентировали на это внимание. Вот сейчас все-таки подумайте. Кроме того, сегодня хорошо начинать заниматься какими-то физическими упражнениями. Это может быть даже зарядка, йога, короткая прогулка на свежем воздухе. Уделите внимание сегодня и питанию. Приготовьте, например, для себя какие-то питательные блюда, которые будут богаты витаминами и минералами. Телец вообще благоприятствует земным продуктам, такие как овощи, фрукты, злаки. Постарайтесь в этот день это употреблять больше. Также используйте энергию Луны для того, чтобы находиться в состоянии спокойствия, радости, удовлетворения. И именно это поможет вам уменьшить стресс и подготовить организм к лучшему восстановлению. Сегодня также очень важный день для работы над вашим эмоциональным состоянием. Не бойтесь
убирать из своей жизни все то, что вам мешает, все то, что вас раздражает, обижает вас. Это очень важно, девочки и мальчики, осознавать и понимать. Также сегодня очень важно, чтобы вы и избегали излишней физической нагрузки. Следите за реакцией своего организма, и очень важно, чтобы вы чувствовали свое тело, потому что вот бывает очень часто так, человек вот решил с сегодняшнего дня попробовать какую-то диету, и вот прямо ее использовать, начать применять в полной мере. Но дело в том, что, например, человек для этого очень много ел продукта питания животного происхождения, а сегодня решил вот именно заниматься сыроедением. Вы знаете, это очень огромнейший стресс для вашего тела. Лучше постепенно, все постепенно нужно вводить, делать, чтобы у нашего организма не было стресса, потому что почки сразу начинаются проблемы с печенью. И вы должны понимать, что наш организм – это сложная система, которая работает вне зависимости, хотим мы этого или нет. И если происходит какой-то сбой, мы что чувствуем? Мы начинаем чувствовать боль, комфорт и так далее, и так далее. Поэтому научитесь чувствовать свое тело, любить свое тело. Возможно, кому-то оно не нравится, потому что, знаете, вот нам навязывают обществом, что ой, это жирное, это толстое, это или еще какая-то. Но вы должны понимать и то, что вы пришли в этот мир вот так вот, и это нормально. А если вы хотите что-то поменять в своей жизни, то меняйте. Если вас устраивает ваше тело, все то, что вы делаете, как вы кушаете, употребляете, говорите, и вам это приносит радость и удовольствие, то есть именно в позитивном ключе, вас это не раздражает, то, конечно же, пробуйте и делайте. Теперь давайте, друзья, поговорим о карте Таро на этот день, 13 марта, и вы знаете... Выпала карта, это двойка кубков, и вы знаете, эта карта говорит нам о том, что в нашей жизни должна быть гармония, и мы должны верить только в лучшее. Также эта карта говорит о встрече, возможно, о романтической какой-то сегодня встрече, возможно, в области вообще партнерства, и вам важно, знаете, воспринимать это все вот с мудростью, это очень важно. Также сегодня очень важно встречаться, общаться, не обязательно как с людьми, которыми вы пойдете по жизни, как с любимым партнером, да, это может быть бизнес-партнер, это может быть партнер, который вас подтолкнет на что-то очень важное, нужно именно для вас. Никогда не бойтесь общаться с людьми, даже вас приглашают на встречу, и вы предполагаете, что вам встреча это будет неприятно, но вы должны поговорить, все должны стороны выговориться. А дальше вы сделаете вывод и скажете слово «нет», знаете, подведете итог. Но это вы должны сделать мудро и терпеливо. Если вы все на эмоциях делаете, то вы должны понимать и то, что вы постоянно будете привлекать те или иные ситуации в вашу жизнь, которые, к сожалению, не хорошо будут влиять на вас и на вашу жизнь. Также старайтесь сегодня искать в своем окружении людей, которые несут, знаете, сеют добро, мир, любовь, гармонию. Ихние идеи достаточно яркие, достаточно интересные. Также сегодня очень важно, чтобы вы стремились к гармонии в отношениях и были открыты к новым возможностям, потому что Вселенная сегодня это нам все с вами дает. Знаете, вот нам осталось, вот у нас в руках есть ложка, нам только осталось своей рукой вот это черпать, но многие люди почему-то этого не видят. Далее, друзья, давайте уделим внимание совету Архангела Михаила, который нам сегодня дает. Он говорит о том, что сегодня очень важный совет, что мы сегодня должны быть сильными, мы должны быть решительными, потому что у каждого сейчас идут определенные перемены в жизни. У кого-то связаны с работой, с деньгами, с личной жизнью. И вот в этот день, вот именно 13 марта, хоть он и какой-то степени кармический день, да, для кого-то он сегодня может быть несчастливый, тяжелый, но сегодня для людей будут открываться новые возможности, будут какие-то приходить новые вызовы, они будут это все проявляться. И здесь ваша задача проявлять силу, проявлять устойчивость, проявлять мудрость в принятии решений. Поэтому сегодня, если вы в чем-то сомневаетесь, вы не знаете, правильно ли вы примете решение или нет, то, конечно же, ваша мудрость, и обратитесь к Архангелу Михаилу, к ангелу-хранителю, к высшим силам,
с защитой, с просьбой о том, что вам, например, нужно. И вы знаете, это все к вам придет. Главное, чтобы вы не боялись, потому что очень часто бывает так, что люди начинают прорабатывать с нами практики, которые мы рекомендуем в тот или иной день, и у человека начинают происходить изменения. Человек начинает бояться этих изменений, потому что он почему-то считал, что это будет, знаете, как вот в сказках, махнул волшебной палочкой, и раз, все произошло. Но так не бывает. Каждый из нас, ему открывается дорога, открываются возможности, появляются люди, контакты, и человек должен работать, да, искать новые возможности. А как лучше сделать? А что сделать? А как мне договориться? А так, чтобы я была, да, в выигрыше и так далее, и так далее. Это помните о том, что все зависит только от вас в первую очередь. И, друзья, сегодня в любое время, когда вам будет удобно и комфортно, эту практику вы можете сегодня провести и на работе, и вы можете провести ее дома. Главное, вам потребуется буквально щепоточка соли. Вы ее бросаете на пол, просто взяли щепоточку соли, бросили перед собой и скажите следующие слова. Соль бросаю, беды выгоняю, любовь, радость, добро привлекаю, как соль чиста и бела, таки моя жизнь прибыльна и изобильна. Истинно да будет так. После этого переступили через соль, которую вы бросили, и идете занимайтесь своими делами. Очень простая практика, друзья, но она вам может сегодня очень сильно помочь. Обращаем на это, друзья, особое ваше внимание. Вот такой, друзья, день 13 марта. Мы надеемся, вы его проведете удачно, благополучно. С вами, как всегда, друзья, был канал Эзотерика для тебя. Обязательно подписывайтесь, обязательно ставьте лайк этому, друзья, видео. Но прямо сейчас на экране вы видите два всплывающих окна. Это следующие рекомендованные видео для вас. Нажимайте на то видео, которое вам на интуитивном уровне понравилось больше, и смотрите. Всех вам мыслимых, друзья, и немыслимых благ. Услышимся с вами уже буквально в следующем видео.